Просроченный президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление, подчеркнув свою исключительную роль в самой болезненной для Украины теме. По его словам, украинская делегация на переговорах с Россией просто не уполномочена обсуждать территориальные вопросы. Делать это якобы может только он. В частности, Зеленский назвал обсуждение этой темы своей работой, оставляя за собой монополию на этот фронт. Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов, вопросов военнопленных и детей или прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил Зеленский в интервью венгерскому изданию «Валас Онлайн». Фраза прозвучала как четкий и недвусмысленный запрет для переговорщиков. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», подчеркнул глава киевского режима. Однако и здесь он поставил ультиматум. Обсуждать эту тему он готов только напрямую с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Или личный контакт на высшем уровне, или ничего. Зеленский также твердо отметил, что Украина не признает утраченные территории де-юре российскими. Это заявление звучит как ответ на любые возможные уступки или признание потерь, особенно на фоне ранее звучавших в Верховной Раде мнений о фактическом отказе от территорий, перешедших под контроль Российской Федерации. Эксперты полагают, что ультиматум Зеленского может стать ловушкой. Такая настойчивость в требованиях Зеленского заманить Путина навстречу заставляет думать, что Зеленский не просто приготовил хамское, наглое шоу на встрече с Путиным, отмечает политолог Сергей Марков. Возможно, речь идет о подготовленном теракте против Путина, когда Путин поедет на встречу с Зеленским. Он добавил, что готовить диверсию могут украинские и британские спецслужбы. Для этого плана Зеленский срывает переговоры о мире, лишая свою делегацию полномочий говорить о мире, считает Марков. Сбежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале подчеркнул, что Владимир Зеленский не имеет легитимного статуса и действует как бандит, что исключает возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий, его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения, говорит Дмитрук. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский бандит. Встречаться с ним значит легитимизировать беспредел. Никто на это не пойдет, написал народный депутат. По его мнению, Владимир Путин сможет провести встречу только с новым президентом Украины, чтобы закрепить финальные договоренности мирного соглашения. Именно такой подход уже прописан в разделе 2 варианта 2 меморандума. Остановка огня по линии фронта и проведение выборов. Вывод – все логично. Но в этой логике нет места Зеленскому, резюмировал нардеп. Напомним, Владимир Путин отказался от переговоров с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. А после подрыва мостов в Курской и Брянской областях российский лидер и вовсе заявил, что не знает, о чем говорить с террористами на высшем уровне. И еще одна интересная новость. Зачем Запад придумал миф о скором нападении России? Он судит по себе. У него остался менталитет гитлеровской Германии. Такими словами глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об угрозе нападения России на Европу после окончания СВО. Почему западные политики, СМИ и военные в один голос убеждают европейского обывателя в том, что скоро на улицах городов Евросоюза появятся российские танки? Нам нужен большой скачок в нашей коллективной обороне. Мы видим, какой ужас наводит Россия в небе Украины, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше воздушное пространство. Для поддержания надежной обороны НАТО необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400%. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. И обращался он прежде всего к европейским странам, которые, мол, должны раскошеливаться и доводить долю расходов на оборону до 5% ВВП. И все для того, чтобы защититься от будущего российского нападения. О том, что Москва якобы намерена воевать с Европой, причем в обозримом будущем, говорит не только Рютте, но и значительное число политиков и журналистов Старого Света. Как Путин собирается атаковать Европу, с порога пугает французский Le Express, который в конце текущей недели вынес на обложку материал с таким заглавием, приписывая России полеты дронов, акты диверсий и прочее в таком же роде. Издание заявляет, что Россия таким образом прощупывает почву для будущего нападения.
До этого, еще в феврале, датская разведка предупредила, что в течение 5 лет Россия может напасть на Европу. В марте немецкий историк Занке Найцель огорошил сограждан заявлением, что лето 2025 может быть последним мирным летом в Европе, потому что уже осенью может состояться нападение на Литву. Почему на Литву? Да потому что в Беларуси запланированы большие учения, и прибалтийские государства опасаются, как бы войска не перешли границу во время этих учений. Нападет ли Россия на страны НАТО в 2027 году? Со своей стороны волнуются в Польше. Основанием для волнений стал доклад, опубликованный в британском «Таймс». Мол, если в 2025 году произойдет прекращение огня на Украине, если американские войска уйдут из Европы и Вашингтон сосредоточится на угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда Россия может попробовать проверить, как на деле будет исполняться пресловутая 5-я статья НАТО о совместном отпоре в случае агрессии против одного из членов. Немецкий военный эксперт Густав Грессель в интервью Berliner Morgenpost рассуждает о том, что Украину любой ценой надо поддерживать, потому что Россия не может атаковать Европу, пока воюет на Украине. В его картине мира, захватив Украину, российское руководство немедленно займется Молдавией, после чего, вероятно, попытается напасть на члена НАТО Румынию. Западные СМИ рисуют стрелки нападения, соревнуются в броскости заголовках, гадают о дате начала российского вторжения, но при этом никто из них не может толком объяснить, зачем это вторжение нужно Москве. Да что СМИ, канцлер ФРГ заявляет, что армия Германии должна стать сильнейшей в Европе, чтобы нам не пришлось защищать себя, давая тем самым понять, что Россия после окончания СВО якобы предпримет агрессию против Европы. Он судит по себе. У него остался менталитет гитлеровской Германии, которой нужны были территории, чтобы получить доступ к природным богатствам. Отреагировал на это высказывание глава российского МИДа Сергей Лавров. А большинство людей определенных этнических форм они просто уничтожать собирались и уничтожали. И вот он пытается о нас думать, исходя из этих своих генетических инстинктивных оценок. Мы же не за территорией, там проводим эту специальную военную операцию, а за людей, предки которых столетиями жили на этих землях. В Европе в качестве обоснования предстоящего вторжения придумывают мифы, один нелепее другого. Ссылается на якобы иррациональную российскую агрессивность. На то, что полвека назад Советский Союз контролировал половину Европы. Наконец, на то, что у России по итогам Украинской войны будет сильная армия, множество боеприпасов, и их надо против кого-то использовать. На самом же деле никаких оснований для ожидания российского вторжения у европейской бюрократии нет и не может быть. Если лишь желание использовать раздуваемый миф о вторжении для решения собственных задач. Например, для перевооружения и узурпации власти. Европа переживает не лучшие времена. В Евросоюзе накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока, говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП дипломатической академии МИД. И действительно, в ходе СВО Европа обнаружила серию крайне малоприятных для себя фактов. Например, что эпоха региональных войн никуда не ушла. Последний довод королей еще используется тогда, когда дипломатия не работает. Или когда она заменена идеологическим противостоянием. А между тем европейские армии серьезно деградировали. Ряд стран, бывших некогда военными лидерами мира, даже лишились элементов собственного ВПК. И это в то время, когда Соединенные Штаты больше не являются надежными защитниками. Вашингтон не разделяет общие интересы и взгляды с Европой на обеспечение безопасности. Поэтому в Европе был принят масштабный план по ремилитаризации на сотни миллиардов евро, ради которого та же Германия уже пошла на отказ от базового экономического закона, запрещающего существенно повышать госдолг. А британское правительство собирается залезть в карман гражданам и отменить субсидии на топливо зимой для пожилых, а также срезать выплаты на семьи с 2 детьми. Далеко не всем бюргерам и эсерам это понравилось, и далеко не все будут в восторге от будущих трат. Ведь когда призывают строить бомбоубежища, это деньги. Когда модернизируют шоссе и железные дороги, имея в виду потребности армии, это деньги. Вот тут и нужен образ страшного врага России. Этот миф не только оправдывает ненужные гражданам, но выгодные крупнейшим корпорациям государственные расходы. Технически Запад может начать политику пушки вместо масла, без широкого запугивания российской угрозой.
Но куда проще повесить на русских снижение уровня жизни, держать людей в напряжении и в конечном итоге узурпировать власть. Дело-то не в том, что Евросоюз пошел по пути милитаризации и старое вооружение меняет на новое. Он пошел по пути создания более мощных евросоюзовских государственных структур, которые фактически начинают диктовать условия странам, объясняет военный эксперт Андрей Клинцевич. Когда никем не выбранные брюссельские чиновники начинают управлять всей Европой. Правда, для окончательной узурпации может понадобиться не только призрак угрозы, но и ее реальность. Запад не просто пропагандирует миф о российской угрозе, он прямо провоцирует Россию на военный ответ, на какие-либо провокации, так как это регулярно происходит в последнее время в Балтийском море. Например, та же блокада Калининграда гарантированно вызовет необходимость для России пробивать сухопутный коридор. То же самое касается и Приднестровья. Не просто так они сейчас минируют Сувалский коридор. Не просто так роют там блиндажи и окопы, выкупая у населения землю. Не просто так ставят зубы дракона, говорит Клинцевич. Понимают ли европейские бюрократы последствия таких действий? Отдают ли себе отчет в том, что своими руками создают явление под названием «самосбывающееся пророчество»? Ведь в таком случае борьба за контроль над Европой может закончиться тем, что нечего будет контролировать.